Приветствую. Обзор-анализ прогноз криптовалют. Вот это и называется хорошее завершение недели и начало отличных выходных. Биткоин показывает рост, тащит за собой все альткоины. Что касается меня, я перевел все, что возможно в безубыток, и биток, и альту. А сейчас давайте посмотрим, что происходит на крипторынке, посмотрим интересную статистику, главные события, новости крипты. Ну и, конечно же, в конце график биткоина. Хоть у нас и происходит ценовой рост, объем за 24 часа не слишком сильно пошел наверх. Заметное увеличение торгового объема у стейблкоинов. В топ, кроме биткоина и эфириума, также подтянулись USDC, Binance USD, и только после всех них начинаются альты. Наибольший рост показывает монета Gala, более 30% за 24 часа. Совсем недавно эта монета была в лидерах падения, сегодня она лидер роста. Как раз примерно на дне мы открывали график этой монеты и отмечали, что здесь неплохая точка для покупки. Сейчас после такого хорошего роста можно все переводить без убыток и ждать более высоких целей. Первая из них, как отмечалось, это на уровне примерно 0.28. Ну а глобально это предыдущие пики третьей волны. А 0.28 это первая преграда, которую нужно преодолеть для подтверждения более серьезного роста. Шорты и лонги по биткоину за 24 часа пошли в минус, лонги сократились совсем незначительно, что естественно их не торопится закрывать, а вот шорты как раз таки значительно снижаются, более 8% минус. Индекс страха и жадности сегодня показывает цифру 33, выбрались мы из зоны экстремального страха. Если же открывать вот такой наглядный график, то видим, пока что мы не выбрались из такой торговки страха. Это нам еще предстоит по мере увеличения цены. За последние сутки ликвидировано почти 73 тысячи трейдеров, у которых забрали 272 миллиона долларов. Наибольшее страдание, конечно же, получили шортисты. Почти 81% из всех денег это именно их деньги. Вот так наглядно выглядит их боль. Вот этот большой столбец — это их деньги, которые отобрали у них на росте. Однако это выглядит не слишком уж критично. Летом по завершении падения, когда цена показала хороший рост, ликвидации были значительно выше. Поэтому если произошел разворот, то после преодоления цены примерно в 44 тысячи, здесь будет большая зона стопов шортистов. И если цена это все дело будет пробивать, вполне вероятно мы увидим аналог ликвидаций, которые были летом 2021 года. Сегодня третий топовый кошелек пока не приобретает биткоинов. Зато вчера и позавчера он положил в копилку 325 и 274 битка в две транзакции. Отсутствие сегодня покупок выглядит вполне логичным. На таком сильном росте покупать нецелесообразно. Нужно дожидаться откатов. Стоит отметить, что за день до того, как мы увидели прорыв цены в 40 тысяч, индикатор краткосрочных холдеров биткоина показал сильный рост. На рынок возвращаются те, кто инвестирует в биткоин совсем недавно. Вот эта диаграмма показывает в сравнении долгосрочных и краткосрочных, также биржи и майнеров. Видим, что на этой коррекции с мая 2021 года долгосрочные держатели только увеличили свои позиции, и на недавней коррекции находились во флете, краткосрочные же держатели активно все скидывали. И вот только сейчас потихонечку они начинают возвращаться. Биржи, как мы знаем, сокращают свои позиции, с них выводят, майнеры сидят и ждут. Что еще хочется отметить? Такой индикатор, как RSI на больших таймфреймах, хорошо показывал начало как больших, так и небольших ростов. На данном графике и так все видно, после прорыва нисходящего тренда на RSI всякий раз был плюсовой рост. Где-то 120%, где-то 15%. Только летом 2021 года мы такой же тренд на RSI локальный сломали. Но роста сильного не было, продолжили флэт и небольшое падение. Но после этого все-таки глобальный тренд по RSI был сломлен. И именно тогда, в начале лета, мы увидели начало похода на перехай. В данный момент мы такой же тренд сломали несколько дней назад. Об этом я также говорил в предыдущих роликах. Сколько же людей сейчас находится в плюсе? На данный момент почти 73%, 72-79%. И как мы видим, график тех, кто находится сейчас в профите, формирует восходящий тренд. До этого лои понижались, хаи понижались, сейчас у нас лои повышаются, хаи также сделали превышение своих предыдущих показателей. Куда можно ждать рост биткоина? Я периодически слежу за логарифмическими уровнями битка, и мы четко отбились от уровня в 34 600, находились между двумя уровнями и сейчас показали рост ровно до следующего уровня, 41 300. Если удастся преодолеть данное сопротивление, то следующий уровень у нас будет уже в районе 53 300. Именно туда мы можем отправиться. В последний раз мы были на таких уровнях в декабре 2021 года. Еще один индикатор, который показывает лонг, это резервный риск.
Увеличиваем вот эту часть, и мы пришли в диапазон, отмеченную как зону наиболее благоприятную для покупок, и сейчас выходим из нее, пересекая линию снизу вверх. Давайте посмотрим на истории, что было сопоставимо с такой же ситуацией. Ноябрь 2011 года. После этого демонстрируется рост, накануне был ложный вынос из этой зоны, после чего мы увидели снижение с дальнейшим ростом. Также не было обвала. Вот еще аналогичная ситуация в 2017 году. После ложного выноса из данного диапазона мы увидели небольшое снижение без сильного падения с последующим ростом. И тот же рост начался с нормальным уже выходом из этой зоны. В 2019 году была такая же история. В 2020 в сентябре это было в самом начале восходящей тенденции. Ну и сейчас мы выходим из этого диапазона, и это может означать либо старт уже сейчас на более высокие ценовые значения, либо, если это будет ложный выход и мы вернемся в эту зону, можно рассчитывать на то, что слишком сильного снижения и такого глобального падения, о котором многие мечтают до 10-20 тысяч, его, конечно же, не будет. Относительное соотношение нереализованных прибылей и убытков. Также данный индикатор развернулся и начинает восходящее движение. Индикатор MVRV начинает вести себя аналогично. Локально мы видим восходящую тенденцию. Ну и теперь немного об альткоинах. На данный момент вот такие монеты являются самыми популярными и обсуждаемыми в тематических группах, пабликах, форумах и так далее. На первом месте биток, на втором эфириум, на третьем линк. И практически у всех, кроме монеты мета, значительно преобладает позитив. А вот что за 24 часа приобретал Grayscale, ничего, одни распродажи. И стоит отметить, что баланс за 7 дней положительный только у монеты Mana. Все остальное в минусе. Давайте посмотрим большие перемещения на эфириум кошельках. Транзакция более 2 миллионов была монета Matic. Еще одна транзакция на 4700 Matic. Render токен более чем на 5 миллионов. Send почти на 4 миллиона. Phantom токен на 4160. Send еще на 4300. Еще Send более чем на миллион. Chainlink на 1 680 000. И это все большие перемещения более миллиона за последние сутки. Давайте посмотрим Matic. Его очень много перемещали. И как мы видим, с последнего нашего обзора неплохо отработал прогноз. Ожидалось снижение до вот этой трендовой линии. Сюда мы и пришли. Уже здесь можно рассматривать какие-то лонговые позиции. Вниз спустились зигзагом. Нарисовали движение очень похожее на заходной импульс. Сейчас показываем рост. На коррекции вот этого заходного импульса можно было входить. Сейчас, конечно, залетать я бы не стал. Также бы дождался коррекции от данного роста. Стоп, естественно, вот за это основание. На монете Matic движение вполне может быть продолжено и дальше. Первая серьезная зона — это предыдущие пики. Именно от уровня 2.6, 2.7 два последних раза были отскоки вниз. Ну и давайте монету Send посмотрим. Также ее очень в больших количествах перемещали. С последнего прогноза у нас все пока по плану. Спустились в расчетную зону, отбились от скользящей средней 200-ки. И целевая зона у данной монеты находится на предыдущих пиках. Это цена в 8,3 бакса за монету. Если же говорить о локальных целях, то здесь промежуточная цель в случае, если мы будем усложнять структуру коррекции. Первая серьезная зона находится примерно на $5,5. А так в приоритете здесь, естественно, рост. На данный момент на 4-часовике мы пробили скользящую среднюю, что хорошо. Сейчас важно закрепиться над ней. Если это произойдет, это даст еще одно подтверждение для дальнейшего роста. После закрепления от данной линии до первой зоны почти плюс 32% заработка. Неплохо. Давайте посмотрим еще интересные новости, которые заставили обратить на себя внимание. Shiba Inu запартнерилась с кафешкой Wellis. Под это дело они даже логотип сменили. Очень похожий на логотип Shiba Inu. Не один в один, но явно. Это такая жирная отсылка к Шибе. И в принципе они этого не скрывают. На своих билбордах пишут Shiba Army. Наибольшее распространение данной закусочной, конечно же, это в одной стране, в Италии. У итальянцев теперь есть возможность покушать в Shiba кафешке. А вот еще интересные коллаборации. Здесь монета Tezos стала спонсором футбольного клуба Манчестер Юнайтед, который известен во всем мире. Они решили замахнуться сразу на гранда футбола. Не стали как флоки размещаться на футбольных форумах маленьких клубов, а сразу же к Манчестер Юнайтед обратились. Теперь Криштиану Роналдо будет бегать с их логотипом. А вот я о чем и говорил, такие монеты как флоки, Baby Dogi в данном случае, они тоже анонсировали партнерство с футбольным клубом. В их случае это Хофенхайм, немецкий клуб. И теперь вот такой милый песик будет на их форме. Давайте посмотрим, что у нас происходит на графике биткоина. Здесь, как говорил я в начале ролика, все по плану. Движение очень было похоже на заходной импульс.
зона коррекции, сюда пришли, отбились и пошли на более высокие уровни. Остановились около важного уровня, уровень сопротивления с первого раза не поддался, как, например, это был локальный уровень в 39 тысяч. Но то, что мы сразу же не откатились вниз, это, несомненно, позитив. С большей вероятностью после проторговки под этим уровнем мы увидим его пробив наверх. Какие цели у биткоина на данный момент? Давайте вот эту мелочь всю удалю. Это у нас уже все отыграло. Естественно, стоп я уже в безубыток поставил. Здесь трейд на 100% теперь безопасен. Даже если все обвалится, никаких убытков не будет. Здесь глобальный вариант был на перелой. Это один из нескольких вариантов, куда мог пойти более глобально биткоин. После перелоя здесь рассчитывал на рост, но мог рост быть и до данной зоны. Как, например, в случае с треугольником и с клином. Если рассматривать именно треугольник, то первая зона находится вот здесь, на уровне 51 тысячи. Это значение совпадает с локальным уровнем поддержки и сопротивления. Очень часто на истории мы тестировали это значение. К тому же по мере роста вполне вероятно и скользящая средняя 200 будет уже вблизи данных значений. Поэтому для меня в приоритете сейчас эта зона 51-52 тысячи. Если смотреть более локальные движения, посмотреть структуру, которая формируется сейчас, мы видим, что вышли повышенные объемы на этом росте. Индикатор также сломал локальную дивергенцию и показывает более высокие значения. Это говорит о настрое пойти еще повыше. И вот она зона, куда мы можем прийти в более локальной структуре. Цена в 43 500, 44 тысячи в ближайшей перспективе вполне достижима. Для тех, кто досмотрел видео до конца, я вспомнил, что не сообщил, что завел все-таки телеграм-канал. Буду там публиковать какие-то интересные новости. Может быть, кому-то удобнее там получать уведомления по выходу роликов. В общем, ссылка в описании под видео. Заходите, подписывайтесь, кому это интересно. А на сегодня все. Подписывайтесь также и на YouTube канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пошли ли мы уже в рост, либо это замануха для быков. Всем удачной торговли и счастливо!